Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала, а также канала Евгения Мураева. Это прямой эфир, 24 число декабря. Будем обсуждать, как уходит этот год и, собственно, что нового приносит нам будущий год. Ну и, конечно, самые свежие и горячие новости прямо сейчас. Евгений Владимирович, приветствую вас. Добрый вечер. Традиционно, и как всегда, я всех призываю подписываться. Сделать это очень просто. Сделать это нужно. Ну, во-первых, приглашаю всех на телеграм-канал Мураева, телеграм-канал Шелеста, YouTube-каналы тоже, следите за ними. Да, нужно пользоваться VPN, ну, что поделать. Также призываю всех участвовать как можно активнее в нашем сегодняшнем разговоре. Это можно сделать на моем канале очень просто. Значит, в сообществе YouTube заблаговременно есть анонс встречи, и там люди уже оставляют свои вопросы. Это прекрасно. Мы уделим им время в самом конце. Также QR-код, который видите возле меня, это возможность вот прямо на экран написать под мою трансляцию, что вы думаете, какие-то вещи тоже будем обсуждать в финальной части программы. Закрытый клуб зрителей Шелеста, милости прошу, там тоже анонсы, вопросы. И, естественно, чат трансляции. Вот вживую как есть, но это вот на закуску. На закуску, что называется, в самом-самом финале. Однако, очень важно, и это принципиально важно, чтобы вы проголосовали в нашем опросе. Он сегодня звучит именно так. Возможен ли мир, основанный на 20 пунктах США-Украины? Опять-таки, я подчеркиваю, это 20 пунктов, которые сегодня озвучил Зеленский. Мы по ним пройдемся, обсудим. Вы пока голосуете, я думаю, что все видели. Так вот, варианты ответов. Да, правки России учтут и, в принципе, все закончат. Ну, то есть, это вот выкатили, потом сейчас немножко подкорректируют, где-то под полой, где-то еще как-то, но все заканчивается. Следующий вариант. Нет, опубличили, значит, в топку. То есть, то, что Зеленский там сейчас, вывод войск из Энергодара, свободный... Вот это все. Это в топку, это мимо. Потому что опубличил. Это такой шаг Зеленского, который говорит, что ничего не будет. Следующий вариант. Разве что... перемирие на праздники. Ну, какой-то там момент религиозный или новогодний, семейный, в общем, сделают какое-то лицо, знаете, доброе, и скажут, что... А потом опять будут воевать после уже каких-то праздников. И еще один вариант. Мир будет после референдума. Вариант особенно важный, потому что Зеленский у нас сегодня говорит, давайте вот выборы, там и референдум, проголосуют по Донбассу. В общем, очень интересный день сегодня после вот этого опубличивания. Евгений Владимирович, что думаете вы? И как бы ответили на вопрос? Дорогие друзья, ну, в первую очередь, с наступающим Новым годом. Я думаю, что вряд ли мы увидимся с вами еще раз, да, до этого замечательного семейного праздника. Но вернемся к тексту. Саша, вы мою позицию знаете. Мы с вами ее неоднократно обсуждали. Для того, чтобы в Украине наступил мир, должны сформироваться новые правила нового мирового порядка. И должны договориться в первую очередь Китай, Соединенные Штаты, Российская Федерация и Европа. Я не считаю, что она игрок. Я не считаю, что она будет влиять на геополитические процессы. Но так или иначе, у нее пока еще есть ресурсы, с помощью которой она нарушает договоренности, которые достиг Трамп и Путин в Анкоридже, и Трамп и Си Цзиньпинь в Пусане. И мы видим новый кредит в размере 90 миллиардов и поддержку, которая не иссякает. Хотя уже поменялась на самом деле и позиция Макрона Франции, да, одного из Е3, которые являлись европейскими ястребами. Но, Саш, мне кажется, можно быстро, если вы позволите, да, пройти по 20 пунктам, да, именно давайте, сегодня смотрите, зачитал Зеленский. Я предлагаю наш сегодняшний эфир вот таким образом построить. Да, это топ-новость, это сейчас очень важно. Мы оттолкнемся от этих пунктов, пройдемся по каждому, а потом, в общем, проанализируем год и перспективы. Потому что, смотрите, это ведь очень важно сейчас. Вот это как бы финальная точка. А мы после того, как проанализируем, вернемся, с чего начинался 25-й, да, и к чему мы, собственно, и почему пришли. Поехали, давайте вот эти 20 пунктов, там, в принципе все ориентируются. Саша, это ваш эфир, стройте его как вам удобно, но по 20 пунктам. Но для меня это, честно скажу, декларативная бумажка. Это похоже на, знаете, вот у меня дети писали записку Деду Морозу. Вот это вот записка то ли Санта-Клаусу, то ли Деду Морозу, но
Поскольку Зеленский у нас не является ни православным, ни католиком, я думаю, ему будет отказано и в той, и в другой инстанции. Но, по сути, это декларация. Это то, чтобы можно было обсуждать целую неделю, и он своей цели достиг. Смотрите, он выбросил документ, который однозначно не будет реализован, который не имеет ничего общего с никакими договоренностями, но обсуждать будут все, включая телеканалы, я думаю, Российской Федерации, это будет топ-новостью. Зачем, почему идти на поводу у Зеленского, ну, это уже отдельный вопрос. Но давайте мы пойдем. Мы пойдем. Для того, чтобы... Я думаю, это основной сегодня эфирный запрос. Первый пункт. Подтверждение суверенитета Украины. Дорогие друзья, открывайте мой телеграм-канал. Пост за 22 ноября. И там я подробно разобрал, когда еще был вопрос 28 пунктов Дональда Трампа, как должны выглядеть мирные соглашения. Что такое подтверждение суверенитета Украины? Это означает, что Украина получает возможность принимать решения во внешней и во внутренней политике. То есть самостоятельные решения. Скажите, а Украина на сегодняшний момент эти решения принимает или нет? То есть у нас есть НАБУ, у нас есть САП и у нас есть ВАКС. Антикоррупционная вертикаль, которая построена с целью внешнего управления. То есть, по сути, как только Зеленский перестает выполнять требования Соединенных Штатов Америки, включаются уголовные дела по его ближайшему окружению и выдвигаются соответствующие условия. Поэтому подтверждение суверенитета – это пункт декларативный. Он должен звучать «вернуть суверенитет». А значит, необходимо разогнать НАБУ, САП и ВАКС, передать право вести антикоррупционные расследования гражданам Украины, в первую очередь, убрать всех иностранцев из наблюдательных советов, отменить все реформы, которые делались под диктовку МВФ и иностранных специалистов для того, чтобы Украина действительно обрела суверенитет. Пункт номер один, это как это, выбросило в пропасть. Да, еще один... К реальности не имеет никакого отношения. Смотрите, еще одна ремарка, она, я считаю, очень важная по поводу пункта 1, и потом пойдем дальше. Значит, если договором нужно подтверждение суверенитета, значит, договор заключают несуверенные стороны. Или с сомнениями, что стороны суверенные. С подтверждения суверенитета не может начинаться с этого ничего. Если ты заключаешь с кем-то договор, то ты не можешь этим договором подтверждать его суверенитет, иначе сам факт договора. Ну, это такая юридическая казуистика, но это очень серьезная проблема. Я не понимаю, кто это вообще, кто до этого додумался, понимаете? Это прям какой-то позор. Ну, это, во-первых, не позор. Вопрос легитимности власти, он стоит на повестке. И я думаю, таким образом Зеленский хочет от де-факто признания, да, а он признанный президент исключительно рукопожатиями коллективного Запада, поскольку и Трамп, и Путин, да, неоднократно выражали сомнения в его легитимности. Но вообще этот пункт, он унизителен, он же не касается украинской власти, он касается Украины. Но, по сути, все верно, Саш. Мы давно говорили с вами о внешнем управлении, о вертикали, которая была построена. И еще раз повторю, без ее деинсталляции невозможно говорить о суверенитете Украины и договариваться с Украиной, по сути, не о чем. Плюс мы понимаем, что украинская власть находится в тотальной зависимости от Ми-6, и после визита Зеленского и Ермака к Ричарду Муру, да, на 180 градусов развернулась внешняя политика. То есть, соответственно, необходимо принимать такие меры, чтобы Украина была субъектной и имела право сидеть за столом переговоров, решая свое будущее. Пункт 2. Соглашение о ненападении между Россией и Украиной, мониторинг и линии соприкосновения. Друзья, я на самом деле думал, что весь документ об этом, а не о пункте 2. Поэтому тоже, еще раз говорю, документ декларативный, но давайте просто, чтобы каждый зритель убедился в этом. Гарантии безопасности. Гарантии безопасности для кого? Для Украины, для Российской Федерации, для Европейского Союза. Общая архитектура континентальной безопасности, да, тоже ставим знак вопроса. Численность ВСУ 800 тысяч человек в мирное время. Дорогие друзья, мы с большим трудом содержали армию размером в 200 тысяч до начала широкомасштабных военных действий. Содержать 800 тысяч в условиях тотального разрушения энергетики, металлургии, многих бюджетообразующих областей, переезда десятков миллионов наших граждан за пределы нашей необъятной родины, да, а значит недополучения в бюджет Дельта-К, которые создавали
люди, которые стали вынужденными мигрантами, да, это невозможно. Кроме того, 800 тысяч – это армия, равная по численности армии Германии, Испании, Швеции, Дании, всех прибалтийских стран и Испании вместе взятых. Поэтому эта армия явно не имеет оборонительный потенциал, а однозначно, скорее всего, эта армия наступательного характера будет финансироваться странами НАТО, и, соответственно, этот пункт не будет принят ни Российской Федерацией и не будет подъемен для нас с экономической точки зрения. Если предполагается, что мы будем брать новые кредиты для содержания этой армады, ну, перспектива экономического восстановления Украины нет от слова совсем. То есть этот пункт тоже вызывает вопросы. И этот пункт будет триггером, да, то есть Российская Федерация это не примет. Чтобы согласиться с этим пунктом, Российская Федерация, соответственно, должна будет содержать такую же армию, да, по численности, потому что, чем не шутят, а вдруг действительно захотят Е3, да, профинансировать поход на Москву, на Крым или еще куда-нибудь. А Российская Федерация, я думаю, не в том будет состоянии, да, при переходе на мирные рельсы, чтобы содержать в мирное время, да, без такой помощи, которую совокупно от всех европейских стран получает Украина самостоятельно. То есть пункт, еще раз, по которому мы точно не договоримся, я имею в виду Украина и Российская Федерация. США, НАТО и Европа предоставят Украине гарантии безопасности по примеру статьи 5 в случае вторжения РФ в Украину, военный ответ и восстановление санкций. Друзья, это означает принятие Украины в НАТО не по содержанию, не по форме, а по содержанию. Да? То есть это то, что являлось первопричиной конфликта и то, что Россия не хотела, чтобы инфраструктура НАТО приближалась к границам Российской Федерации. Мы сейчас все наблюдаем с вами за скандалом, который идет по пленкам Эпштейна, да, по записям, по документам, которые находят у него. Мы понимаем, что вполне возможно этот скандал будет использован для импичмента Дональду Трампа, учитывая, как переменчива политика администрации президентов Соединенных Штатов Америки. Вспомните, когда пришел Трамп, он же полностью открестился от всего того, что делал Байден, и сказал, это сонный Джо. Он нас втянул, разворачиваемся на 180 градусов. Так вот, если Трамп сейчас потеряет власть, и следующая администрация, условно, которая по логике вещей, да, и сменяемости власти отойдет демократам, скажут, Трамп был неправ, разворачиваемся на 180, то все это будет новым триггером, после которого возобновятся военные действия. Поэтому я думаю, что это не будет принято Российской Федерацией, и мы должны к этому нормально и трезво относиться. Да? Когда мы с вами рассматриваем документы, когда наша власть что-то предлагает, мы должны понимать, что эта схема рабочая, потому что каждый день затягивания конфликта – это разрушение нашей инфраструктуры, это гибель наших военных и наших мирных, к сожалению. Да? Поэтому, друзья мои, смотрим на это сейчас трезво, ни на чьей стороне не играем, рассматриваем с точки зрения жизнеспособности этого документа. Россия закрепит политику ненападения в отношении Европы и Украины во всех необходимых законах. А вы знаете хоть один закон, который позволяет проводить агрессию в адрес хоть одного государства? Пункт декларативный, да, его можно просто вычеркнуть. Кого хоть раз останавливали от чего-то закона. Ну, это очень Украина станет членом ЕС в определенный срок. Это очень показательный пункт. Я просто напомню, у нас очень люди забывают, да, такие события бурные. У нас был договор о дружбе. Помните такой? Между Россией и Украиной. А сейчас о ненападении. То есть это очень важный акцент. Саш, у нас было огромное количество договоров о взаимодействии во многих отраслях. Я больше вам скажу, у нас на момент 2014 года 50% ВВП зависело от Российской Федерации. В 2014 году, если вы помните, да, то, чем колят глаза Харьковскими соглашениями, были подписаны договора. И вы помните, был подписан кредит на 15 миллиардов со стороны Российской Федерации в экономику Украины, а также были подписаны договора на общим объемом на 50 миллиардов со средней рентабельностью 30% по кооперации с Российской Федерацией. Да, это была и оборонная промышленность, и ракетостроение, двигателестроение, да, в которой Украина бы заработала 15 миллиардов, но это не устраивало Европу. Нужен был конфликт, нужно было это разделение, нужно было ослабление обоих государств.
Украина станет членом ЕС в определенный срок. Мы хотим зафиксировать дату вступления. Друзья мои, можно вопрос? А какое отношение Российская Федерация и США имеет к отношениям Российской Федерации и Европейского Союза? Каким образом это кладется в договор мирный между Россией и Украиной? Вот вы просто логику объясните. А если ЕС не возьмет Украину в Евросоюз, Украина нападет на Россию за это или как? Ну вот логику мне объясните, почему это в мирном договоре между Россией и Украиной этот пункт. Пакет глобального развития, который будет определен в отдельном инвестиционном соглашении. Друзья мои, а я помню, у нас уже их два есть. Один столетний договор с Великобританией, а второй договор, который был подписан именно инвестиционный, после того, как Зеленский отдал все наши недра Соединенным Штатам Америки, всю инфраструктуру. А что с этими делать соглашениями? Мы когда-нибудь их текст узнаем на самом деле? Или мы сейчас наплодим еще кучу новых? И скажите мне, вот этот пакет развития, который будет определен в отдельном инвестсоглашении, он кого касается? Почему он опять подвязан под мирное соглашение с Россией? Или предполагается, что Россия будет восстанавливать Украину, и это репарации? Я сомневаюсь, что Российская Тут Федерация хитрее, на это скорее пойдет, всего. да и вроде бы У нас ситуация же есть, на поле боя этому не у способствует. нас же есть столетний договор с Британией, у нас есть сделка с Америкой, и там злые языки говорят, что в принципе и россияне не против, и украинцы не против. И вот эта вот сделочка, так сказать, с недрами, редкоземами и прочим, будет касаться как территории подконтрольной Киеву, так и условно неподконтрольной, но по российским лекалам. Поэтому, наверное, сюда это все и включили. Саш, я почему-то думаю, что следующая нормальная власть в Украине отменит все эти договора, поскольку они были подписаны с нарушением всех конституционных норм. Недра у нас принадлежат народу, это четко записано в Конституции. И ни Свириденко, ни Зеленский, ни Ермак распоряжаться от своего имени ими не могли, не имели права. Будет создано несколько фондов для решения вопросов восстановления. Цель – привлечь 800 миллиардов долларов. А чего не 2 триллиона? Чего не 3? Давайте больше напишем. Ну, что такое цель? Цель – это не результат, да? Цель – это хотелка. Как можно в документ, который что-то регламентирует, мечты вкладывать, да? Тем более понимая их нереализуемость. Чтобы привлечь инвестиции, их привлекают под что-то. То есть должны быть проекты, которые уже должны быть выложены, которые должны быть обсуждены, и определен круг инвесторов. Ну, от этого не зависит, там 2 фонда это будет делать, 3 или 15. То есть пункт тоже декларативный, и он нужен, чтобы вы хорошо отмечали Новый год и думали, ну вот, нам уже почти дали 800 миллиардов. В общем, обещанки-цатянки, да, как у нас говорят. Украина ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с США. Россия тут при чем? Еще раз хочу спросить. Вот при чем договор о мире с Россией и договор соглашение о свободной торговле с США. А вы оборот нашей торговли с США смотрели? Что мы можем США предложить? Я вам по-русски скажу, ничего от слова совсем. То есть это один из самых маленьких наших внешнеэкономических партнеров. Безъядерный статус Украины. Ой, спасибо. Вообще-то он был гарантирован Декларацией о суверенитете 90-го года. Да, это было условие, при котором мы получили независимость. Не Будапештский меморандум в обмен на разоружение, а разоружение было в обмен на независимость. Потому что декларация о суверенитете голосовалась в 90-м году, а независимость мы получили в 91-м. Еще раз, для того, чтобы стать ядерной державой, надо МАГАТЭ, разрешение, куча договоров. Да? От того, что мы это зафиксируем или не зафиксируем, ядерной или безъядерной, ну, это не является определяющим. Друзья, ну, предположим, это как акт доброй воли, да, точно так же, как отказ от стремления в НАТО или исключение этого пункта из нашей Конституции будут приняты. Ну, давайте оставим, окей, но это опять-таки исключительно декларативный пункт. Пункт 12. Запорожская АЭС. Компромисса нет. США предлагают трехстороннее управление, где американцы главный менеджер. Компромиссное предложение Украины, США и Украина 50 на 50. У меня вопрос, а есть хоть одна предпосылка, чтобы Зеленский взял контроль над Запорожской АЭС? Почему-то не видно. Она полностью в руках у Российской Федерации, контролируется ее войсками. Так какой компромисс тут может быть? Да? То есть ей владеют русские, Штаты предложили компромисс, чтобы
владели совместно еще Украина и США, Зеленский говорит, да нет, компромисс это русских давайте выкинем, которые ее сейчас контролируют. Но это же тоже полная глупость. И войска, это не компромисс, войска а из это... Энергодара отведем. Это очень важный момент, он комментировал эту историю. Да. Это рождественское, еще раз говорю, пожелание, четко понимая, я вам... Еще год назад, да, до инаугурации Трампа, в интервью с Лазаревым говорил о том, что мира в этом году не будет, и что для Зеленского мир означает и политическую, и буквально физическую смерть. Поэтому по какой причине не будут подписаны или достигнуты мирные договоренности, неважно. Но как минимум это уже третье, почему договориться не получится. Кто идет на уступки обычно? Страна проигрывающая. Она платит контрибуцию, она от чего-то отказывается. Но мы же прекрасно понимаем, что ситуация после невыдачи репарационного кредита, после прихода Трампа к власти, после отказа поставки вооружений, оказания финансовой помощи для Украины ухудшилась, а не улучшилась по сравнению со стамбульской ситуацией. Да? Поэтому и условия явно лучше быть не могут. А о том, что настаивает Зеленский, говорит о том, что он просто не сторонник договоренностей, сторонник продолжения войны. По какой причине? Вы прекрасно понимаете, да, коррупционные скандалы вам в помощь, как главная подсказка. Каждый день войны равно дополнительные деньги в карман Зеленского. Равно продолжение его власти, равно продолжение оваций во всевозможных европейских странах, парламентах и прочих европейских институциях. Да, Поэтому... Евгений Владимирович, я бы хотел на следующем пункте, мы подытожим это все, обязательно скажем, но мне бы хотел перед следующим пунктом новость. 7 января теперь Кабмин согласовал указ Зеленского, будет днем программиста. 7 января, Рождество по православному восточному обряду. И вот пункт, который как бы подчеркивает, как он будет выполняться, да, как он предлагается, на каком фоне, на фоне Булгакова 7 января, и как он будет выполняться. Это пункт о том, что в школах будут образовательные программы, которые будут способствовать толерантности к разным культурам, расизм, предрассудки будут убираться. То есть будут воспитывать, что не надо бить русскоязычных детей, своих одногодок, или там не надо там плевать в церковь, которая там стояла всю жизнь, но теперь вот поменяла. В общем, все поменялось, да, и теперь в Лавре можно теперь конференции проводить, всякие панели устраивать и голубцы крутить. Я вот просто посмотрел, какого числа родился Зеленский. У нас есть День дурака, да, 1 апреля, День смеха. А 25 января, наверное, будет День имбецила. Это коротко, чтобы ответить на 7 января и День программиста. Ну вот день рождения президента, да, 25 января, надо будет сделать Днем имбецила. Ну, таких людей тоже в мире хватает. Друзья, 13-й пункт. Образовательные программы в школах, способствующие пониманию и толерантности к различным культурам, устранению расизма и предвзятости. Абсолютно декларативный пункт. У нас не выполняются статьи Конституции, в частности, 10 статья по языковым, да, всем нашим нормам. Поэтому образовательная программа – это вообще очень обтекаемая вещь. И если сюда Зеленский пытался воткнуть, да, требования устранения первопричин со стороны Российской Федерации по языковому и по признаку вероисповедания, да, то, естественно, этот пункт никого не устроит, и он не будет отражать, да, тех механизмов, которые хотели, чтобы были имплементированы, когда договаривались в Стамбуле и в Анкоридже. 14-й пункт самый замечательный, друзья, это шедевр. Это просто шедевр. Территории, точка. Самый сложный пункт, точка. Это план Зеленского, вдумайтесь, в плане, да, надписи. Один из вариантов, тире. РФ выходит из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. В Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях стоим там, где стоим. РФ хочет, чтобы Украина вышла из Донецкой области. США предлагают компромисс, свободную экономическую зону. Если не будет согласия по формуле «стоим там, где стоим»,
то свободная экономическая зона может быть принята только через референдум. И тогда на референдум можно выносить весь документ. 25 января. Надо Ну, обязательно нет, сделать национальным нет, праздником. 25 дорогие января друзья. не получится 25 января. 25 января Татьянин день, день студента и день рождения Высоцкого. Поэтому, извините, нет, не будет. Да, это, конечно, трагедия, но, Саш, значит, надо будет как-то по григорианскому стилю или на католический манер. О, слушайте, Неважно. это отличное предложение. По другому стилю, на 2 недели раньше отмечать день рождения Зеленского. Разберемся. Друзья мои, любое изменение территориального устройства страны решается на референдуме. И неважно, стоим там, где стоим, по административным границам. Любое изменение – это референдум. А не вот если по штатам, то так, а если по-моему, то как лучше. Друзья, так не бывает. Есть Конституция Украины, она полностью регламентирует, как поступать в том или ином вопросе. И следующее, самое главное. Смотрите, русские выходят с 5 областей, ничего не получая взамен. А они начали терпеть поражение на фронте? Или ситуация склонилась в сторону Украины, Украина наступает, Россия терпит поражение, и поэтому сейчас ухудшить для себя условия в результате подписания этого соглашения. Ну что за абсурд? То есть был компромисс, который предлагала Российская Федерация. Обмен территорий, областей, как вот тут указано, Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской, на остатки Донецкой области. То есть территориальный размен хоть как-то объяснимый. Но вот это пусть они выйдут, но это детский сад. Это Калкин и письмо Санта-Клаусу. Но других же вариантов просто нет. То есть это еще один пункт, по которому уже 4-й заведомо не будет достигнуто согласие, и война продолжится. И солдаты останутся на фронте, и продолжат гибнуть. И точно так же будут мирные попадать под замес. Вот просто, чтобы вы понимали, причина, да, вот этой глупости. Просто есть вещи, да, которые там пахнут патриотизмом, логикой, там, не отдадим квадратного метра земли, а есть просто глупость. Глупость, цинизм и желание не договориться, чтобы продолжить зарабатывать деньги, еще раз повторяю. И избежать, самое главное, ответственности, в том числе и уголовной. Поэтому там, по старому стилю, да, 25 января переносим. РФ и Украина обязуются не изменять договоренности силой. Вот скажите мне, этот пункт, он вообще нужен? Или мы его тоже вычеркнем как декларативный, но вообще ничего не говорящий? Еще раз говорю, друзья, подпишитесь, пожалуйста, на мой и Александра телеграм-канал и посмотрите мой пост от 22 ноября. Я там подробно разбирал этот план, когда было еще 28 пунктов. Во-первых, там не выписано как декларация или инструкция, извините, к туалетной бумаге, да, как ее использовать. Там четко юридическим языком выписаны и гарантии безопасности. Причем они выписаны в общем виде, и они касаются всех государств, которые являются сторонами этого конфликта. То есть, если вы хотите, чтобы сделка, как говорит Трамп, состоялась, условия должны быть удобоваримые для всех сторон. Либо страна капитулирующая, да, должна принять условия страны-победителя. Но пока мы не наблюдаем, да, полной капитуляции, то есть сделка подразумевает взаимовыгодные условия. И эти условия должны быть в момент подписания сделки, в момент подписания гарантий, формирования архитектуры безопасности. А значит, гарантии должны получить абсолютно все до одной сторон. Вот там за 22 ноября пост полностью выписано, как вернуть суверенитет. Дальше прописано, какие гарантии должна получить каждая из стран. Россия не будет препятствовать использованию Украины реки Днепр, Черного моря для коммерческой деятельности. Кенсбургская коса будет демилитаризована. Друзья, это все входит во взаимное признание границ. То есть мы должны будем провести демаркацию, мы должны будем проголосовать территориальное устройство для того, чтобы дальше каждый осуществлял суверенитет на своей территории. То есть, соответственно, это все тоже отсылка к референдуму. И без этого вот этот пункт не имеет никакого значения. И его надо было объединить с предыдущим, когда мы решали вопрос территорий. Обмен пленными всех на всех, возвращение гражданских, детей и политзаключенных. Друзья мои, а что такое возврат политзаключенных? А ну-ка расскажите мне. То есть, условно, я не знаю, Шуфрича куда надо вернуть? Или там Богуслаева. Вот куда их надо вернуть? Вот что это за гениально умный вот этот тезис от Зеленского? Куда надо вернуть отца Арсения,
который 100% политический, да, он отказался ехать в Россию. Это имелось в виду, что все политзаключенных мы отдадим в Россию, или мы их амнистируем, или это так, левой рукой выписали. Так, вот тут 4 гвоздя забили, чтобы этот договор точно не приняла Россия, а потом давайте до 20 пунктов догоним. Саша, вы помните, когда мы узнали с вами о 20 пунктах? Еще месяц назад. Вопрос, о чем они тогда договаривались, если пунктов также осталось 20, и они такие же нелогичные? Ну, мне кажется, что что решается весь этот месяц? У нас какой-то, смотрите, два варианта. Или это утка Зеленского, ну, специально, для того, чтобы, как вы в самом начале сказали, для того, чтобы это все обсуждалось, бурлило, или для того, чтобы, ну, условно, позлить русских, российскую сторону, да, или для того, чтобы выставить российскую сторону как такую, которая недоговороспособная, потому что понятно, что, ну, тут мы сейчас закончим, там просто в конце самое сладкое, по пунктам. Или, смотрите, они решали Умеров в Майами, ну и потом, ну, Умеров несколько раз туда ездил вместе с Гнатовым. Они просто другие вещи решали. Они побережье, Саша. перевербовывались. Там очень неплохие рестораны на первой линии, шикарное море. Зачем он туда ездит? Ну и, кстати, там, насколько я понимаю, живет его семья, его брат, его родители. И это не секрет. Друзья мои, вот смотрите, у Зеленского в его бункере есть вода, свет, тепло, в отличие от ваших домов. Поэтому, Саш, ему не нужна утка, у него прекрасно работает там внутри ЖКХ. А то, что он еще раз выкинул вот здесь, еще раз, это для того, чтобы 2 недели перед Новым годом все говорили, какой крутой пацан. На самом деле этот крутой пацан продолжает войну чужими руками. На фронте нет его ни братьев, ни однокашников, ни из ясельной группы, ни из 95-го квартала, ни из Лиги смеха, никого. Там есть ваши дети, ваши мужья, ваши отцы. Поэтому вашими руками, за счет ваших жизней, он может воевать и быть классным, сильным казаком сколько угодно долго. Потому что его жизни не угрожает абсолютно ничего. Но для страны это катастрофа. Еще раз, это личная катастрофа для семей, которые теряют близких. И это катастрофа для страны, инфраструктура которой разрушается. Вы знаете, я сегодня разговаривал по телефону, да, с товарищем. Мы так просто обсуждали. Я говорю, ты представляешь, насколько нас откатывают назад? А давайте подумаем, насколько нас откатывают назад. Смотрите, у нас самолетостроения нет давно. Двигателестроение, да, Запорожье сейчас уничтожается. Ракетостроение после прилета Орешника, да, мы вообще не понимаем, в каком состоянии Южмаш. Сейчас разрушается энергетика, то есть нас откатывают в послевоенные годы Второй мировой, Великой Отечественной войны. То есть мы сейчас где-то в начале 50-х годов финишируем. Потому что для того, чтобы восстановить, да, все предприятия, судостроение, машиностроение, тяжелое машиностроение, которое сейчас уничтожается дронами, ракетами и всем остальным, да, проводится настоящая декоммунизация, к которой так стремилась партия «Свобода». Один ее представитель, да, мне недавно написал в Фейсбуке, клоун. Друзья мои, так вот, мы откатываемся туда. Нам заново надо будет готовить кадры, нам заново это все надо будет строить. И вопрос, сможем ли мы это сделать, и сможем ли мы встроиться в производственные цепочки, и нужны ли будут кому-то товары, которые мы производили. Знаете, по остаточному принципу очень неплохо работал Мотор Сич, да, потому что все двигатели, которые он производил в советское время, поставлялись в 60 стран мира. Да, в основном вертолетная техника, авиация, газоперекачивающие станции, там, наземные станции, энергетические установки, еще как-то жило. Но если это сейчас разрушится, мы не сможем составить никакой конкуренции ни Сименсу, ни Катерпиллеру, ни каким-то другим предприятиям, ни даже иранским заводам. Да? Поэтому если мы это сейчас потеряем, эти отрасли надо просто вычеркнуть. А дальше у нас остается только аграрная и IT-перспектива. Друзья, ну так себе. Это как раз, чтобы прокормить там 10-15 миллионов населения, да, а не 48, как когда-то нас было. Саш, я пройду дальше, да, чтобы закончить. Ну, это Украина должна интересное. провести выборы Да, как можно скорее после подписания соглашения. Друзья, а что такое как можно скорее? И скажите, а можно ли проводить выборы в ситуации, когда СМИ монополизированы,
половина политиков подверглась санкционному давлению, да, по ним возбуждены абсолютно шитые белыми нитками уголовные дела, без приговоров. Смотрите, по мне, ряд уголовных дел 4 года, они как до суда дойти не могут. Почему, догадываетесь? Ну, потому что обвинить можно, вынести мне приговор, да, содержание под стражей безальтернативное можно, а вот судить и досудить, доказать вину невозможно. Потому что идут отсылки к тому, что я говорил в эфирах, о том, что в НАТО не возьмут и в Евросоюз не примут. Оказывается, я помогал агрессии. Да? Друзья мои, я и как народный депутат, и как человек, который имеет права, гарантированные Конституцией, в том числе и право на свободу слова, не призывая никаким к экстремистским действиям, имел право это говорить. Но уголовные дела возбуждены по мне и по очень большому количеству политиков, да, которые сейчас на основании этих преследований не имеют права принимать участие в выборах. Так скажите мне, что за выборы пройдут? А кого выберут? Зачем вообще нужны выборы? По идее, чтобы изменить курс, которым двигалась страна, чтобы подготовить страну к мирному времени. Да? А если сейчас к власти придут одни военные, скажите, в стране будет мир или это отложенная война на 3-4 года, когда европейский ВПК сможет восстановить свои мощности, сравняться с Российской Федерацией и снова руками украинцев, да, на территории Украины развязать новую войну? Вот скажите, оно нам надо? Вот нам, оно украинцам надо? Или вы хотите 3 года отдохнуть, а потом опять вот так же переживать и не спать, да, при всех прелестях этой войны? Извините, смотря кто, Евгений Владимирович. Вот давайте тоже. Давайте хоть 3 года. Нет, давайте хоть 3 года отдохнем, а за эти 3 года, простите, пожалуйста, уже и предпосылок не будет для войны, уже как бы все наладится, и ничего не бывает более постоянное, чем временным. Саша, Европа попала в крайне невыгодную ситуацию. Европа своими руками отрезала сук, на котором сидела. Европа сейчас выживает еще только за счет инерции. Когда я говорил, что европейский сад скоро зачахнет, многие улыбались и рассказывали, что я ничего не понимаю. Да? Сейчас вы сами видите и слышите. Просто у нас с вами разный горизонт планирования, да, и возможность анализировать, да, ситуацию в какой-то определенной перспективе. Так вот, еще раз говорю, инерции у Европы хватит еще на пару лет. И если потом она не получит новое приобретение в виде, я не знаю, там, Российской Федерации, ее ресурсов, контроля над ее ресурсами. То есть у них есть стимул, почему эта война должна возобновиться снова. Для нас это будет как для государства губительно. Кого это волнует? Скажите мне в Европейском Союзе. Мы для них люди. Вот сейчас половина украинцев находится в Польше, в Германии. Как вам относятся работодатели? Как вам относятся поляки? Да? Вы же сами видите, Саш, как нападают на наших граждан, как просто происходят драки, да, в общественном транспорте и так далее и тому подобное. Друзья, вы люди первого сорта только в своей стране, и вы это четко понимаете. Поэтому нам надо вернуть контроль над своей страной, нам надо получить суверенитет, нам надо создать условия, чтобы все могли назад вернуться и достойно жить, получать образование, и снова не стать объектом агрессии или объектом феодального строя, да, чтобы вас опять не хватали в ТЦК и не бросали на фронт помимо вашей воли. Поэтому, друзья мои, еще раз, вот про эти выборы, это тоже анекдотичная ситуация. Вы понимаете, что их не будет. Второе, они ничего не изменят, поэтому они на самом деле не нужны в таком раскладе ни Соединенным Штатам, ни Российской Федерации. И то, что я говорил год назад о том, что должно быть сформировано переходное правительство, сначала все высмеяли, да, потом Трамп сейчас с Блэром обсуждает создание такого же переходного правительства в Газе. И если вы помните, да, новый президент Сирии пришел тоже через переходное правительство к власти. Нам нужно переходное правительство, которое сформирует доноры и гаранты безопасности для того, чтобы восстановить верховенство права, вернуть всем права, гарантированные Конституцией, вернуть в политическое поле всех политиков, которые незаконно преследуемые, и после 2-3-летнего перехода, да, провести демократическую процедуру. Сейчас должны победить не политики, а технократы. Смотрите, потому что нам надо восстанавливать страну. Сейчас очень важный момент, потому что звучит-то, конечно, красиво. Хорошо, а кто поставит нам правительство временное?
Давайте Доноры? думать, кто у нас будет гарантами безопасности. Ну, давайте начнем с бесспорных, кто эту безопасность на самом деле может гарантировать. Первое – Российская Федерация. Без ее гарантий безопасности не будет. Соединенные Штаты Америки как противовес. Китай как страна, которая, несомненно, экономически влияет на Российскую Федерацию. Смотрите, это 3 ядерные страны. Тогда логично в этот клуб добавить еще, наверное, 2 ядерные страны. Великобританию и Францию, как представители Европы. Согласны со мной? Смотрите, как минимум 5 военных гарантов безопасности. А теперь кто финансово в состоянии поддержать развитие, восстановление Украины? Ну, наверное, Соединенные Штаты могут, да? А им все равно сколько допечатать денег и передать нам в обмен на, я не знаю, там, ресурсы или участие, да, в каких-то масштабных инфраструктурных проектах. Опять Китай, потому что у него есть деньги. И у первого профицит торгового баланса в $1 триллион, да, и, соответственно, это, ну, сейчас первая экономика в мире. Российская Федерация, сомневаюсь, да, и надо будет наводить порядок в собственной экономике, чинить все то, что было разрушено, плюс новые территории. Остаются еще саудиты, ну, давайте возьмем арабский мир. Все, больше денег на планете ни у кого нет. Вот, по сути, те, кто будут формировать это переходное правительство. Они должны иметь гарантии, что очередной Зеленский, Буданов, Залужный эти деньги не распихают по карманам. Это раз. Сейчас уже идет попытка, я знаю, там Порошенко договориться с Залужным, чтобы профинансировать его кампанию, да, и Порошенко распихал своих людей. Но это же известный клептократ, и мы это прекрасно понимаем. Поэтому я думаю, что, скорее всего, это правительство будет формироваться. Скорее всего, оно будет интернациональным. Скорее всего, переход, вот этот переходной период будет где-то длиной в 2-3 года. Я вам честно скажу, для граждан это будет самый лучший вариант. Потому что если сейчас к власти придут военные, ну это ж будет восстановим, не простим, будем готовиться к новой войне. И это не про условия жизни, это не про нормализацию процессов, это не про медицину, не про пенсии, не про рабочие места. А если пройдет еще 3, 4, 5 лет, тех, кто сейчас работает в Европе, назад уже не вернутся. Дети выучат язык, закончат школы, найдут свою любовь, да, все как-то трудоустроятся. Друзья, мы не нарожаем. Вот смотрите, на каждый квадратный метр должно быть определенное количество рабочих рук. Почему Китай так здорово выглядит? Почему он технологичный? Потому что каждый человек создает добавочную стоимость. И эта добавочная стоимость ложится на квадратный метр государства. Почему вы постоянно там в Россию приводите в пример и говорите, вот у них хуже, чем где-то там в другом месте? Потому что это 1/6 часть территории суши, а население всего 140 миллионов человек. С такой территорией население, чтобы как-то равнять с тем же Китаем или кем-то, должно быть, ну, на уровне, наверное, 3 миллиардов. Ну, их в 20 раз меньше. Да, Евгений Владимирович. Поэтому они не создают столько добавочной стоимости, чтобы эту территорию можно было содержать на уровне Арабских Эмиратов или чего-то другого. Ну, поэтому, друзья, вот гаранты безопасности я перечислил. Это ядерный клуб, плюс Китай, Саудиты, Нет, Арабский вы перечислили мир, не гарантов страны, безопасности. у которых есть Подождите. излишняя ликвидность. Нет, вы не гарантов безопасности перечислили. Я задавал вопрос, кто будет ставить правительство. Вы их и перечислили. Россия, Китай. Совет из этих стран. Ну вот. Саша, совет из этих стран. Ну вот этот совет. Ну, против китайцев уже санкции вводит Зеленский, да, говорит такие. Ну, чтобы понравиться Трампу, да, потому что он чувствует, что сейчас вот Трампу неинтересно вот это все, ему интересно другое, он хочет встроиться и говорит, санкции против компаний, санкции против граждан. Ему Китай уже ответил, говорит, ну, в общем, давай как-то типа don't push the horses. Саш, Зеленский плохо кончит, и кончина его уже видна. Совершенно четко, и это очевидно. И вы прекрасно видите, как к нему начинают относиться и мировые лидеры, и как на него реагирует уже и, в принципе, внутреннее наше украинское сообщество. Поэтому сейчас я бы уже на это не обращал внимания. Да, в 2022 году, конечно, он получил огромную поддержку, и то не лично, он получил ее персонально, но потому что мир был заинтересован в этой войне. А на сегодняшний день проект, которым хотели торпедировать Российскую Федерацию, поменять в ней власть и раздербанить ее ресурсы, закончен, потому что не получилось. Не получилось Россию ни победить на поле боя, ни побороть экономически. Да? То есть санкции не дали ожидаемого эффекта. Продолжать дальше никому не выгодно. Проще
по многим процессам, ну, Трамп, по крайней мере, склоняется к тому, что проще договориться с Россией и Китаем, поскольку, если вы читали, ну, а вы читали, безусловно, стратегию национальной безопасности США, там очень четко на 30 страницах, да, не поленитесь, граждане, вот не читайте то, что было написано в телеграм-каналах. Возьмите весь документ, загоните его, если не владеете языком, в переводчик и прочитайте 31 страницу текста. Там четко обозначены все проблемы и вызовы, которые США считают основополагающими для себя. И это в первую очередь Китай, технологическая зависимость США, рынок, рыночные отношения, да, которые оказались на самом деле ошибочной моделью. И за счет рыночных законов, да, вынесения критичных технологий и производств в страны Азии теперь создали зависимость США от этих стран, в первую очередь от Китая. Если вы помните, когда Трамп пытался санкционно, да, или через пошлины задавить Китай, Китай ввел определенные ограничения, после которых Трамп сдал назад, потому что его экономика максимально интегрирована с китайской и зависима от нее. Поэтому, друзья, не так страшен черт, как его малюют. И Соединенные Штаты уже давно не являются сверхдержавой, потому что сверхдержава должна быть самодостаточной. А если она от кого-то зависима и не может решить вопрос силой, она перестает таковой быть. Поэтому, друзья, новый миропорядок, о котором мы говорили, он наступает. И Украина раньше была катализатором этих процессов. Сейчас, когда переговоры между основными игроками прошли, необходимости в конфликте нет. Если Зеленский будет мешать миру, в следующем году, еще раз говорю, он плохо кончит. И если я в январе прошлого года сказал, что операция будет называться «Трусы Навального», да, то есть его любым способом устранят, мягко скажем, да, если он не услышит увещевания Соединенных Штатов и свернут все на русских, то я вам скажу, этот сценарий близок к реализации. Но нам нужен мир, и нам не важно, каким образом договорятся сильные мира всего. Нам придется в любом случае принимать те условия, которые будут приняты без нас. Мы потеряли свою субъектность, передав суверенитет сначала Соединенным Штатам через антикоррупционную вертикаль, потом через продажного нашего президента Зеленского, да, в руки Великобритании. Поэтому в той позиции, в которой мы остались, а мы полностью зависим от поставок электроэнергии, энергоресурсов, систем вооружения, покрытия наших кассовых разрывов за счет кредитов, которые мы заимствуем, да, сейчас у Международного валютного фонда, у европейских государств. А дальше, возможно, будем перекрывать задолженность за счет средств Китая, да, опять-таки входя с ним в инвестиционные проекты, в первую очередь инфраструктурные, делает нас, ставит нас не в то положение, где мы можем рассказывать, как мы хотим. Послушайте, то есть нам сейчас надо получить максимально благоприятные условия, прекратить разрушение, которое, если мы не остановим войну, продолжится, да, и начинать восстанавливать Евгений Владимирович, государство. давайте мы подытожим и закончим с пунктами, потому что у нас остался один пункт. Ну, два там пункта. Два, извините. Да, смотрите. Это соглашение будет юридически обязательным, его выполнение будет контролировать Совет мира во главе с Трампом. Друзья мои, Совет безопасности ООН не в состоянии ничего контролировать. А Трамп в состоянии. Совбез ООН не смог предотвратить геноцид в Газе, не смог предотвратить войну Израиля, вернее, нападение Израиля на Иран, не смог предотвратить войну на территории нашего государства. Так это организация, международный институт, который был создан после Второй мировой войны с целью недопущения новых конфликтов, в которые входят сейчас больше 200 стран, а в Совет Безопасности 15, 5 из которых имеют право вето, и в том числе Российская Федерация, Китай, Соединенные Штаты. Ну, казалось бы, да, вроде бы сбалансированная система. Друзья, на планете правит не мировое право, а право сильного. Я об этом уже неоднократно говорил. И сильный всегда плевал на любые прописные истины и прописные правила. Поэтому Совет мира во главе с Трампом, скажите, а если Трампу объявят в следующем году импичмент, вот сейчас он 3 ноября в 2026 году проиграет выборы в Конгресс, в Палату представителей, которая имеет право объявлять импичмент на фоне скандала, да, который сейчас с Эпштейном разрастается. И вы посмотрите, в нашем информационном поле этого нет, а если вы почитаете иностранные источники, это тема топ номер 1.
видео с Трампом, фотографии с Трампом, переписки Трампа с Эпштейном и так далее. Если он все-таки получит импичмент, что будет стоить Совет мира во главе с Трампом? Что это за институция Смотрите, такая? есть очень такая специфическая вещь. Но опять-таки, это для серьезного анализа. Мы как бы уже прошлись по этим пунктам и, в общем-то, вы высказались по всем. Ну, там последний, что все согласились и перемирие. Ну, вот как бы, оп, финал, перемирие. Ле Монт, 20-й вы сейчас говорите. да, 20-й, Ле Монт Последний пункт. публикует то же самое, но с определенными нюансами. Про Запорожскую атомную там ничего нет. Говорят, все, США, Украина, Россия на троих контролируют станцию, работа, все. То есть по Донбассу, Донецкой, Луганской, Херсонской и по линии, да, вот там очень интересные подробности. Например, там мы подтверждаем, что линия соприкосновения, в которой сейчас находимся, собирается рабочая группа для определения передислокации сил, необходимых для прекращения конфликта, а также для определения параметров. После создания аналогичной базы для передвижения войск вдоль линии соприкосновения разворачивают международные силы для того, чтобы соблюдалось соглашение. В случае принятия решения о создании такой зоны потребуется специальное одобрение украинского парламента или референдума. То есть, смотрите, я к чему это только один пример. В общем, там более полный, да, вот текст. Зеленский нам, подсунул вот то, да не то. Дьявол-то в мелочах. Вот эти советы, о которых вы говорите, так они есть в контексте восстановления. Вот, пожалуйста, инвестиционные. Вот эти, там просто 800 миллиардов мы хотим цель. А там все расписано. Вот тун-тун-тун. То есть, смотрите, опять нам продают действительно такой предновогодний тост. Да? Ну, за перемогу. И все как бы, все, это победа. Это вот перемога, понимаете? Поэтому поживем увидим, что скажут с российской стороны. У меня один вопрос. Ввиду того, вот чем мы заканчиваем год сейчас. Вот этими пунктами 20. Сейчас появятся разные варианты. Ле Монт 1, Зеленский 2, там 3, 4. Так это что получается? Вот это вот мы начали, получается, год с хамства Зеленского в овальном кабинете, ругани вот этой всей. А закончили примерно такой же хуцпой. То есть ничего не произошло. Все пролетело как один миг, и год, получается, был впустую. Как и 3 предыдущих, Саша. Знаете, мне задавали вопрос, вот чего 3 года я молчал. А вот так бы переминали из пустого в порожнее. А что изменилось? Было совершенно понятно, что процессы глобальные. Украина на них не влияет. В Украине политики не будет. И сейчас просто видно, что уже начали договариваться, и это закреплено в определенных документах, в той же стратегии нацбезопасности США, достигнуты определенные договоренности между США, Китаем и Российской Федерацией. Когда они до конца оформятся, война закончится. И если вы думаете, что дали 90 миллиардов, так и как дали, так и заберут. У Китая с Европейским Союзом совместный оборот где-то 800 миллиардов долларов. При этом Евросоюз поставляет в Китай на 200, а Китай на 500. Но переведу на русский. Если Китай перестанет поставлять технологии в Евросоюз, они будут ходить голые, боссы, и половина телекоммуникационного оборудования, да, всех энергетических установок, я имею в виду солнечные панели, ветер и так далее, все производятся в Китае. Все батарейки, неодимовые магниты, все редкоземельные металлы, которые нужны для автопрома, производятся в Китае. И этому нет альтернативы. И если Китай, Штаты и Россия договорятся, еще раз говорю, Европа будет ездить на телегах. Друзья, и это... Вам может это не нравиться, вам может казаться, что вот вы вырвались в Евросоюз, или там вот вы, знаете, как вот нарисовали себе, вот у нас есть черта, мы никогда не признаем своих ошибок. Если вы помните, я всегда был европессимистом. И не потому, что мне не нравился Евросоюз, или нравилась Россия, или что-то другое. Я просто, друзья, я экономист, математик, юрист, да, я работаю с данными. Я смотрю на математику, я смотрю на импорт, на экспорт, смотрю, кто от кого зависит. И я понимаю, кто выживет, а кто нет. Кто будет диктовать условия, а кто нет. И то, что я говорил, что Европейский Союз
уже будет отсутствовать к тому моменту, когда мы выполним все его требования. Вы сейчас это начинаете наблюдать. Только нам для этого надо было, да, на своей шкуре ощутить все тягости войны, друзья мои. Смотрите, вот каждый народ достоин своей власти, своей жизни. Я надеюсь, мы начнем умнеть. Я недавно, вчера, кстати, в Телеграме выложил пост. Один из каких-то военных, да, с такой кричащей, говорящей фамилией Козел, очень сильно, в телегу зайдите, я выложил видео, возмущался тому, что очень много, оказывается, пророссийских ждунов, потому что везде, куда он не зайдет, да, везде поддержка меня как кандидата в президенты. Друзья, еще раз, я не верю в выборы, еще раз вам говорю, да, не к этому примеру, а к тому, что люди просыпаются, люди начинают понимать, что то, чем их кормили, оказалось ложью, просто замком, да, вот этим песочным, который дети строят, знаете, вот пам-пам-пам, песочком на море. Не работает, друзья, ни НАТО нам не помогло, ни Евросоюз, да, к сожалению, не отражает все чаяния. Да, те, кто работал руками, условно, там, имел профессии, да, рабочие, как-то в Евросоюзе устроились. Ребят, объективно, да, наши, ну, как бы специалисты гораздо более конкурентные, да, и работоспособные, чем европейцы. Я строил дома, Саш, в Евросоюзе. У меня был домостроительный завод, и была немецкая технология, и мы строили дома в Германии, в Словакии. Я вам могу сказать, мы пытались работать, нанимать европейские компании, с ними работать невозможно. У них рабочее время, да, в 5 часов они идут пить пиво, наши пашут, наши понимают, что надо выживать, наши понимают ответственность, наши понимают, чего от них хотят в первую очередь работодатели, ну, поэтому смотрите, они хоть как-то да, устраиваются. Друзья, но это все равно не дома. Это не комплимент на самом деле. Ну, так вот, если разобраться. Тут поди разбери, хорошо, что хорошо, что плохо. Я делюсь своим практическим опытом. Тут с какой стороны посмотреть, да, тут тоже очень важно. Напишите в комментариях, что думаете. Мне интересен другой момент. Зеленский недавно высказался о людях, которые вернутся с войны. Ну вот, предположим, этого не будет, я понимаю. Вот 20 пунктов мы прошлись. Когда-то это будет. Саша, это будет в следующем году. Представим, что сейчас, да, вот это все, вот так, по этим или другим условиям это происходит. Значит, тут Зеленский сегодня сделал сенсационное заявление. Он говорит, что мы, возможно, отменим мобилизацию в следующем году, если подпишем. Ну или сделаем ее частичной. А все так думают, подожди, так ты, 800 тысяч армия. Так, подожди, а как это отменить мобилизацию? Короче, очень и очень интересный был этот пас, такой тоже на новогодний рождественский стол. Верите ли вы, что вернутся к своим прежним работам, вот эти военные, и что их ждет после условной, ну, вот этой подписи гарантов Зеленского, не Зеленского, короче, после окончания войны? Катастрофа, Саша. Катастрофа ждет общество. Ну, вы же помните это, ну, это же известные вещи, да? Помните, на Колчаковских фронтах дети лейтенанта Шмидта и черную кошку место встречи изменить нельзя. Это все история. И она тоже предстоит, я вам скажу, и это большое будет испытание для всех. Прежних работ, как вы говорите, Саша, у нас разрушена энергетика, у нас разрушена половина промпредприятий, у нас часть рабочей силы утекла за кордон. То есть восстановить предприятие вот так по щелчку невозможно. Но даже если завтра мир, вот у меня было предприятие, да, а я не понимаю вообще, ну это надо найти где-то 400 человек, которые обладали необходимыми компетенциями, умели работать на профильном оборудовании, то половина из них уже за границей. Кто-то погиб. То есть восстановить это мгновенно не получится. Второе. Для того, чтобы это все заработало, должен быть рынок. А у нас вся экономика, она же жила не по экономическим законам. Она была, как я уже говорил, шапковой. Да? То есть ехал Зеленский, ехал там премьер-министр в поход по всем странам и с шапкой собирали, кто чего дадут. Органы местного самоуправления также выезжали и участвовали во всевозможных грантах и программах. То есть излишняя ликвидность попадала в Украину под гарантии, под залоги, под внешний государственный долг и так далее. А когда война закончится и когда Украина перестанет быть нужна как таран,
придется-то жить по нормальным законам, да, надо сначала будет разобраться с внешней задолженностью, надо что-то будет реструктуризировать, что-то списать, надо понимать, как обслуживать государственный долг, надо провести инвентаризацию того, что осталось еще работоспособным, надо сделать инвентаризацию кадров, надо понять, кого не хватает. Вы же понимаете, обучить новых – это 3 года минимум. То есть вот этот переходной период, почему я говорю, что будет переходной период? Потому что тоже заинтересанты должны будут понимать, что бремя дефицитов нашего бюджета надо будет взять на себя в обмен на совместные проекты. Да? Почему мне близок Китай? Да? Я понимаю зону его интересов. За эти 3 года я понимаю, в чем они заинтересованы. Вот сейчас строится огромный каскад гидроэлектростанций, да, ценой 13,5 миллиардов. Друзья, нам надо восстанавливать будет Каховскую ГЭС? Надо. Нам надо будет восстанавливать все наши гидроэлектростанции, которые выбили? Надо. Строить новые? Да, да. Будет какое-то совместное распределение прибыли? Надо вести переговоры. Я этим сейчас занимаюсь. Да? Точно так же, как и я и понимаю, что остались разбомбленные промышленные площадки. Вот что на них будет производиться? Ракета «Союз Аполлон», наверное, она уже никому не нужна. Да? Есть многоразовые челноки, которые есть и в Китае, и в Соединенных Штатах. И Россия самостоятельно выводит на орбиту, да, спутники любого веса. Значит, мы остались без рынка. Но есть огромная площадка, да, у нее есть инфраструктура, подведена энергетика, канализация, все остальное, есть рабочие цеха. Друзья, значит, там надо что-то производить. Возможно, корпорация Zoomlion, да, которая делает тяжелое машиностроение, там, технику всевозможную, выберет эту площадку как плацдарм для рынка в СНГ и Европейского Союза. Друзья, вот я трачу сейчас на это время и приблизительно понимаю, как работать с этим инвестором. Но должен быть глобальный план, не мифические 800 миллиардов. 800 миллиардов под что и во что? Вот как они должны быть распределены? Распилить их? Пилятся отлично. Смотрите, чем больше нулей, тем легче распилить. Но вопрос, они должны вложиться, они должны обслуживать финансовую нагрузку, да, они должны в распределении прибыли создавать достаточные доходы бюджета, чтобы вернуть людей, чтобы вернувшиеся с фронта получили рабочие места, да, можно было как-то с их ПТСРом бороться, да, перепрофилировать их под что-то. Все поменяется, друзья, и давайте откровенно. Если раньше были технические революции, то сейчас техническое цунами. Сейчас искусственный интеллект полностью меняет структуру экономических процессов. Роботизация и все остальное полностью меняет уклад промышленный. Все делая меньше и меньше необходимость рабочих рук во многих процессах. Поэтому, друзья, это катастрофа. Вот то, что будет, и то, как подходит к этому наше государство абсолютно безалаберно, не готовясь, не думая, не выстраивая стратегию, а просто проедая все то, что нам накидали в виде донатов и кредитов, да, европейские государства, я вам скажу, мы с этим столкнемся, как с ледяной лавиной. Это будет холодный душ. И почему я говорю, надо будет технократичное правительство, не Залужных, не Будановых, а людей, которые понимают, что такое производство, что такое IT-технологии, что такое искусственный интеллект, да, и все остальное. Вот эти люди должны будут работать 24/7. В несколько смен, чтобы хотя бы модель государства экономическую построить. А они, равняясь мирно, мы отстояли, мы молодцы, мы герои. Друзья, если мы не хотим потерять страну и не хотим ввергнуться в пучину гражданской войны. Получается, что вы тоже... Мне, кстати, очень не нравится эта формулировка. Все говорят, вот... Запомните, первый день мира будет казаться адом по сравнению с войной. Мол, война лучше, чем мир. Понимаете? Первый день мира не будет казаться, поверьте. Это все, когда люди поймут, что справедливости нет, когда люди поймут, что государство не в состоянии о них заботиться. Вот представьте, кто-то же 4 года в окопе. Саша, вы вдумайтесь в этот ужас. Кто-то 4 года не видит родных и близких. Да? И Зеленский говорит, а вот у меня 20 пунктов нереализуемых. Ребята, еще пару лет там посидите. Представьте, вот кто-то 6 лет лучших в своей жизни проведет в окопе. Вот когда он вернется домой, неважно, как он попал на этот фронт, но он на что надеяться будет? На какие-то, правильно, заботу со стороны государства, да, на компенсацию
потерянного времени, здоровья, да, представьте всю эту травму, которая у военных сейчас внутри. Ну, они видят гибель своих друзей, да, вот неважно сейчас под каким флагом кто воюет, но война это страшно, это ужас. Они вернутся в мир, в котором вам скажут: друзья, адьос. То вы свой долг выполнили, а теперь давайте кто-то чем-то будет другим заниматься. Или вы думаете, реально кто-то захочет допустить их в реальную власть? Или даже если они честно проиграют выборы, вы думаете, они с этим смирятся? Но они же вам расскажут, что это все подтасованное зелье. Почему я говорю? Конфликт начнется, когда они не получат ожидаемого, заслуженного, незаслуженного, не обсуждаем. Но поверьте, эти люди, точно у них сейчас востребовано больше, чем им государство способно будет дать. И если они это не получат, вот тогда начнется. Потому что они очень качественно имеют, порог боли снижен, уровень допустимого, да, и, ну, я же так понимаю, убить страшно первый раз, наверное, да? А когда это вот происходит на протяжении огромного количества времени, мне звонят военные, я с ними разговариваю. Он говорит: Женя, ну все меняется в голове, когда начинаешь запихивать своему товарищу внутренности вовнутрь. Поэтому, друзья мои, это я почему и говорю, впереди самые сложные времена. И впереди, если кто-то думает, что власть будет наградой, и кто-то там рассказывает, что кто-то стремится на должности в разоренную, разбитую Украину, друзья, вы сильно ошибаетесь. И это может стремиться только тот, кто не понимает, какой уровень ответственности ляжет, сколько помоев надо будет вынести, и сколькими трудностями надо будет справиться. Но да? это будет поверьте, все... этих людей еще надо будет искать. Это будет в следующем году, да, вы хотите сказать? Мир? Конечно, Да. Саш. А смотрите, еще раз говорю, друзья мои, Европа не игрок. Европа делает позу, но она не в состоянии играть. Если Штаты, Россия и Китай договорятся, представьте, Китай ведет пошлину. Вернее, Китай введет ограничения на поставку технологий. Соединенные Штаты ограничат доступ к своему рынку. Что будет с Европой? Голодранцы. Поэтому они будут делать то, что им скажут. Сейчас просто идут договоренности между всеми. А вот Зеленский, мирные соглашения с Украиной – это аккомпанемент вот этим договоренностям и разделу. Я думаю, что за год это будет завершено. Когда это должно быть завершено? Я вас уверяю, до 3 ноября 2026 года. Я сказал об этом год назад. Все громче и громче об этом говорят уже и сенаторы, и все остальные. Друзья, Штаты входят в избирательный период. И у Трампа сейчас тяжелейшая ситуация. Во-первых, у него рекордно низкий рейтинг. Опять-таки, подпишитесь, пожалуйста, на мой телеграм-канал, зайдите, посмотрите. Я подробно разобрал, и там ссылка на 4 исследования, которые проводили Соединенные Штаты. Если сейчас произошли выборы в Палату представителей, куда будет избираться 435 депутатов, да, ну, представителей, демократы выигрывают где-то до 30 голосов, до 30 мандатов. А Палата представителей – это законодательный орган, это орган, который определяет бюджет. Опять-таки, давать Украине деньги, не давать, выделять на программы президента, не выделять. И это палата, которая инициирует импичмент. А учитывая то, что сейчас разгорается сексуальный скандал с Эпштейном и Трампом, я думаю, что к этому все идет. Почему я говорю, вот это бумажка. Если не успеют до 3 ноября договориться 3 страны, если не помогут Трампу победить на выборах, да, а победить можно каким образом? Если он проведет, скорее всего, маленькую победоносную войну с Венесуэлой, да, попытается сконсолидировать все западное полушарие, как написано в стратегии национальной безопасности США. Он же определил свой план. И смотрите, он опять заговорил про Гренландию, а теперь вспоминайте материк. И посмотрите формулу страны, которую я делал в 2021 году и говорил о материковых объединениях, которые 5 лет прошло, друзья, и вот они наступают. Это было очевидно. Если, опять-таки, у вас есть ручка, соответствующее образование, вы смотрите на потоки и понимаете, к чему идет. Да, так значит... Вот, у нас такое же континентальное объединение ждет. И чем быстрее это поймет Европа, чем быстрее ей это объяснят, чем
больше вероятность, что Трамп удержит власть, и там не будет гражданского конфликта, тем больше шансов, что мы не окажемся на пороге настоящей Третьей мировой войны, которая будет вестись уже неконвенциональным способом. Значит, смотрите, что интересно. Bloomberg пишет, Россия уже ответила на план. Ну как, источники, то есть не прямо, не официально, а вот источники. Просто сказала, куда сходить, правильно? Ну, культурнее чуть-чуть, но вообще да. В общем, согласованный план источники в Кремле Bloomberg заявили, что рассматривают как отправную точку для дальнейших переговоров. Россия считает документ довольно типичным украинским планом. Ну, однако изучит его с холодной головой. Понятно, что там приводится в материале, в общем, ясности вопроса о снятии санкций, сотни миллиардов долларов российских активов замороженных и другие пункты вступления. Короче, в общем, это фактически материал весь, короткая заметка, материал это весь Bloomberg, в общем, мимо кассы, все мимо кассы, но делают красивое дипломатическое лицо, типа, ну, раз вы об этом договорились, хорошо, будем изучать, будем работать. Вот как-то так. Друзья, подведем наш сегодняшний итог опроса. Возможен ли мир, основанный на 20 пунктах США-Украина? 9%, разве что перемирие на празднике это все принесет, это вся, ну, как бы возня. 14% да, правки России учтут и закончат войну. 18% мир будет после референдума. До этого это все будут как бы такие танцы. Ну и 60% считают, что нет, опубличили вот это США, Украина, значит, это бросят в топку. И опять все будет сначала. Вы знаете... Друзья мои, вот смотрите, вы отвечаете, мир будет после референдума. Ну, вы же просто поставили галку. Референдум о чем? Ну, о соглашении. соглашении. Вот о чем референдум? О соглашении, вот в этом же вопросе территориях. даже не написано, о каком референдуме идет речь. И что на этом референдуме надо решить. Это референдум о федерализации, о втором национальном языке, о чем? О равноправии в вероисповедании, о территориальных уступках. О чем? Но вы галку поставили, будет мир. Друзья, я рад нашему неунывающему оптимизму, но еще раз я напоминаю, что каждый народ достоин своей власти. И достоин своей жизни и испытаний, которые Боженька нам всем посылает. Извини, что упоминаю тебя в суе. Друзья мои, я верю, что в следующем году будет мир по одной простой причине. Либо будет глобальная война, вот глобальная война, и не России с Европой, а поверьте, всех со всеми. И места будет мало, и пятый угол не найдет никто. Либо все все-таки договорятся. И договорятся, что Ялтинско-Потсдамские соглашения устарели, и что вырос Китай, и поменялись промышленные цепочки, и интересы, и Соединенные Штаты больше не имеют права диктовать всем свою однополярную волю. Да? И тогда выработаются новые правила. Ну, лет на 30 точно. И в эти 30 лет нам надо правильно занять свою позицию. Вот в это верю. Но еще раз, очень много «но». Есть те, которые хотят на этом заработать. Для многих война – это мать родная. Это Зеленский, это козел, о котором я написал в Телеграме, подпишитесь, пожалуйста. Это такие же остальные козлы, которые на этой войне зарабатывают, которым наплевать на ваши жизни, которым наплевать на нашу страну, которые видят себя потом в туманном Альбионе или где-нибудь в других странах, да, с наворованными у нас деньгами. Поэтому, друзья мои, я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Вы можете поздравить нас. Я вам рассказывал про проект, который мы сделали, форум онлайн. С сегодняшнего дня во всех магазинах наши приложения и на iOS, и на Android. То, что обещал, я сделал. В новом году займемся тем, что не получается сделать у Зеленского. Я знаю, как провести голосование, так, чтобы никому ничего не угрожало. Я знаю, как провести референдум. Я думаю, вместе с вами мы решим, какие вопросы для этого надо вынести. А все равно мир будет, когда договорятся сильные. Но мы свое слово должны сказать. И самое главное, мы должны оставаться на связи. Потому что если мы потеряемся, да, все эти лозунги о нации будут пустым звуком. И самое главное, помните, что ваша страна, я думаю, вы убедились, самая лучшая, самая благоприятная и самая родная. Поэтому я надеюсь, что в следующем году мы все встретимся и встретим Новый год уже дома.
без всяких козлов. Да, давайте без козлов. В общем, пройдемся коротко из разных, традиционно для моего эфира, разных источников. Зачитаем вопрос. Все, конечно, не поместить, но, тем не менее, если вы смотрите эфир на канале Евгения Мураева, вы знаете, что он выходит и как бы проводит это основательно, да, не в рамках разговора, интервью и как бы финальной части, а основательно, конкретно по вашим вопросам, поэтому подписывайтесь. Поехали, из клуба зрителей. Новый миропорядок — дело хорошее, Василий пишет. Знаете, примеры добровольной капитуляции и принятия чего-то нового без войны. Уверены, что гляделками без боя обойдемся. Европа так взяла и признала с утра, что ни на кого что она никто и звать ее никак. Любой многополярный мир стремится к двуполярному. Дело только времени. Конечно, все надеются, что будет иначе. Дорогие друзья, вот честно, я уверен в одной вещи. Чем быстрее будет расти Китай, тем меньше шансов к Третьей мировой. То есть, если будет понятно Соединенным Штатам, что если не удастся разделить мир на 2 или на 3 части, то вселенский коллапс, да, и взаимное самоуничтожение. Вы же поймите, да, вот все нам говорят про отцов-основателей, про семьи, про какой-то заговор. Но представьте, давайте назовем это элитами. Вот эти элиты много поколений своих семей зарабатывают деньги, да, формируют федеральную резервную систему, и эти деньги где-то складывают. Они и есть эти деньги, да, они кровь мировой экономики. И представьте, мировая война, ядерное взаимоуничтожение. Что они этими долларами потом себе пещеру или бункер где-то выкладывать? Нет. Им хочется быть на вершине пищевой пирамиды. Поэтому они в первую очередь сделают все, чтобы сохраниться. А поскольку политиками управляют капиталы, вот как бы там ни было, да, мировой олигархат, поверьте, он постарается разделить этот мир безболезненно. Если они будут понимать, что они смогут каким-то образом в одну калитку, да, победить и Россию, и Китай, ну, условно, Соединенные Штаты, и не получат поражение в ответ, да, взаимное, ну, они это сделают. Но пока, слава богу, да, этим не пахнет. И поэтому те учения, которые проводила Российская Федерация с испытанием новейших систем доставки ядерных боеголовок, это было как упреждение, да, что поражение будет взаимным. А значит, решать надо не военным путем, а договариваться, перекраивать. Да, неудобно уступать деньги, неудобно делиться кусочком трона, но это лучше, чем погибнуть. Да, и это сейчас как раз Трамп точно понимает. Смотрите. А вот кто стоит за теми, кто раскачивает лодку под Трампом, большой вопрос. Поэтому я очень надеюсь, да, что в первой половине следующего года глобальные игроки договорятся, а дальше уже будет проекция их решений. Давайте немножко лаконичнее, чтобы большее число охватить зрителей. Давайте. Значит, Иващенко принимает Зеленский. После того, как китайские спутники сделали снимки территории Украины, Россия атаковала наши энергетические объекты. Фиксируется усиление связи России с китайскими. Наши энергетические объекты были построены при Советском Союзе. Были программы соответствующие, еще разработаны министерствами, которые находились в Москве. Друзья мои, все это давно известно, и где находятся наши заводы, как располагаются цеха, где уязвимые цепочки. И более того, я вам напомню, что у нас была единая энергосистема в Советском Союзе. Это мы недавно, да, отключились, подсоединились к европейской, поэтому это тогда нас уже готовили к войне. Поэтому как идут подстанции, какие являются ключевые, как диспетчеризация происходит, все России известно, не придумывайте остальной глупости. Так, поехали дальше. Значит, вопросы из сообщества YouTube. Ой, тут, конечно, тоже интересно. Что будет с Запорожьем? Когда и как, по вашему мнению? Евгений. Ирина интересуется. Друзья, я очень надеюсь, что большая часть юго-запада, да, останется в составе Украины, которая будет нейтральной, внеблоковой, невраждебной, которая рано или поздно войдет в БРИКС, когда будет большая Европа. В следующем году будем обсуждать, как мы видим, да, и как программно Украине надо жить. Но просто все должно быть вовремя. Пока не видно мира, говорить... Меня часто спрашивают, чем помочь, что делать, куда бежать, за что хвататься. Друзья, мы не знаем, чем закончится. Мы не знаем, где пройдут границы, что у нас останется, что нет, о чем можно говорить. Мы не знаем, будет ли страна жизнеспособной. Если Украину отрежут от моря, друзья, это не страна.
То есть все то, что мы про нее знали, надо будет забыть, потому что все наши логистические мощности и инвестиционный интерес к стране упадет. Поэтому давайте надеяться, да, что договорятся как можно быстрее, и мы не потеряем ни Запорожье, ни Херсон, ни судостроение, ни двигателестроение, да, потому что духовная нация, живущая на Западной Украине, к сожалению, ну, это все датируемые регионы, и выдержать, прокормить Украину без Юго-Востока невозможно. Так нам же, вы помните, наоборот рассказывали. Говорят, Донбасс этот дотационный. Говорите и вы. Помните? Да, Ну, я же да. просто помню эти все всё помню. дискуссии вот эти. Я все помню, только я напомню, Яценюк говорил, да, что Крым дотационный, Донбасс дотационный. Но когда случился Майдан, да, и мы потеряли Крым, и потом потеряли Донбасс, наш ВВП со 180 миллиардов упал до 90. То есть в 2 раза. От слова совсем. Да? Мы не жизнеспособны, без металлургии, без индустриальных регионов. Они расположены в большинстве своем на Юго-Востоке. Так. Поэтому, друзья, я надеюсь, они останутся. Да, значит, Дмитрий, добрый день. Режим Зеленского в последнее время перешел на террористические методы ведения войны. Танкеры, масловозы, теракты в Москве. Но все помнят же фразу Путина «промочить в сортирах». Да это дорога Дудаева, спрашивает? Нет, это дорога к симметричным, к сожалению, ответам. Многие спрашивают, почему вот не бьют по Зеленскому, почему страдают люди. Друзья, Нафтали Беннет в начале войны ответил на этот вопрос. Ему Путин лично дал гарантии безопасности для Зеленского, и Нафтали Беннет сказал, что он позвонил Зеленскому. Зеленский переспросил, а точно ли так, вылез и дал потом, помните, известного интервью. Я тут, глава Верховной Рады тут, Арахамия тут, кто-то там еще был тут. Поэтому, друзья мои, есть гарантии безопасности, к сожалению, для высшего политического руководства Украины, да, и пока они не нарушены. Если сейчас не придут к соглашению, я думаю, они будут отозваны. Поэтому, у Зеленского есть бункер. Этот бункер строился еще при Советском Союзе, называется объект номер 1, он находится прямо под администрацией президента, я его видел. Этот бункер способен выдержать прямое попадание ядерной боеголовки, поэтому, друзья, там свет, вода, тепло и сухо. И когда он начинал, если вы помните, перед Анкориджем, да, он нарушил энергетическое перемирие, потом он нарушил морское перемирие, он каждый раз задирал эскалацию конфликта для того, чтобы в надежде сорвать мировые соглашения. Но ответ всегда был симметричным. И мы получили удары, да, не по НПЗ, у нас всего один НПЗ был, Кременчугский. Мы получили удары по нашей энергетике, и вы теперь без света. После того, как он начал бить по танкерам, у нас бедная Одесса, наша жемчужина, да, осталась и без энергетики, и сейчас Белгород-Днестровский. В Телеграме у меня открытый комментарий, я как раз переписывался с нашей землячкой, которая живет в Белгород-Днестровском, которая спрашивала, почему бьют по нашей энергетике. Друзья, потому что энергетические подстанции не только распределительные, они еще и транзитные. И через Белгород-Днестровский вполне возможно от Хмельницкой АЭС идет поставка электроэнергии в порты Одессы. Да? А ответ симметричный по портам Одессы за удары по наливным терминалам, которые опять-таки сделал Зеленский. Друзья, эти удары войну не закончат. Но они сделают жизнь украинцев более нестерпимой. Потому что, еще раз, Зеленского это не коснется. Так. Поэтому, друзья, это не героизм и не праздник. Это глупость, за которую платите вы. Так, дальше. Значит, вот такой еще вопрос из сообщества. Философский. Можно ли исправить тупость людей при помощи образования? Или много образованных несет еще большие риски, чем управляемые тупицы? Саша, я люблю умных людей, честно. Вот я считаю, что с умными людьми можно договориться. А люди не сильно образованные, да, не способны воспринимать информацию. Мы с вами для них нудные, мы сильно долго говорим, мы не говорим лозунгами, мы объясняем. Я пишу сильно много букв в Телеграме, да. Я пытаюсь объяснить, я пытаюсь научить думать, дать аргументы, чтобы люди, которые вступают в дискуссии, выздоравливают или говорят еще с больными людьми, имели аргументацию. Друзья, подписывайтесь, давайте общаться, задавайте вопросы. Нам надо лечить наших. Чем быстрее наши с вами сограждане выздоровеют, тем быстрее, поверьте, будет мир и нормализуются все процессы в стране.
Потому что нам действительно придется сделать огромные свершения. Пятилетку за 2 года, как когда-то говорили. Мы хотим, чтобы вернулись люди. Мы хотим, чтобы страна стала на В общем, нормальный рельсы. понятно. Надо думать. Вопрос философский, Мураев за умных. Понятно, не за тупиц. 100%, друзья мои. Дальше. Ну, это Татьяна. Спасибо за этот вопрос. Это просто, я сразу скажу, что когда вы будете отмечать Рождество, 25-го или 7-го? Ну, 7-го, друзья мои. Понятно, что 7-го. Я православный христианин, я не католик. Православные отмечают 7-го, вас окатоличивают. И ПЦУ сделали, как знаете, упрощенную систему перехода в католическую церковь. Но это же очевидно всем. Я тоже с другом разговаривал, да, но правда это было на День Святого Николая. А он говорит, не с другом, с кумом, он говорит, ты там купи, пожалуйста, подарок, да, моей крестнице. Я говорю, братан, ты ничего не перепутал? Он говорит, ну вот у нас же вот так вот в школе дети, и что ты сделаешь? Друзья, вы в школе можете делать, что хотите. Главное, вы знаете, где Всевышний, да, он в душе. Вы помните, что есть каноны, есть какие-то правила, и самое главное, себя не предавайте. Вот это важно. Здравствуйте. А все остальное, поверьте, детям можно будет объяснить. И это перетерпеть можно. Вернемся к тому, во что верили наши предки. Здравствуйте, мужчины. Вопрос. Может ли Евгений Мураев признать тот факт, что Украина и Россия порабощенные страны, которые выполняют волю поработителей по истреблению славянского этноса? Даже начали они это все в городе Славянск. С уважением, харьковчанин. Благодарю вас. Дорогой мой харьковчанин, я вам хочу сказать, что план по столкновению Украины с Россией написан еще до распада Советского Союза. А учитывая сменяемость нашей власти, никто не мог... Вот представьте, против нас тактика, которая работает 50 лет, а приходит президент условно, ну, сроком на 4-5 лет, да? Вот он не может противостоять вот этой длинной стратегии. Это было написано, спроектировано, поэтому Ющенко что-то проводил. Черновола у нас были, если вы помните, да? Кравчук у нас был, первый секретарь, ЦК коммунистической партии, да, а потом какой патриотом стал. Друзья, вот все оно строилось. Все прекрасно понимали, что Бжезинский, Балто-Черноморская дуга конфронтации, большая шахматная доска, открывайте, читайте. Там все это прописано, как сделать бывшие республики Советского Союза враждебными России. И там главная цель – столкнуть Украину с Российской Федерацией. Книга написана в 80-х, в 70-х годах, в конце 70-х. Чтобы вам просто было понятно, когда этот план был написан. И он состоялся. И там четко есть обоснование. Российская Федерация не будет сверхдержавой без Украины. А воюющая Российская Федерация и Украина – это вообще мечта империалистов, глобалистов. Как хотите, назовите. Мы поделили мир в 1945 году на 2 части. Вот Саша говорит, вот двуполярный, это лучше делится. Нет, хуже делится. Каждый всегда хочет стать царем горы. Царем горы. И Соединенные Штаты планировали, как это все взять к себе в руки. И они взяли это к себе в руки. И развалился Советский Союз. И получили они полный контроль. И чихать они хотели на мировые институты. И именно это привело к тому, что вырос Китай, что Россия в 2007 году на Мюнхенской конференции сказала про конец однополярного мира. И после этого понеслись Грузия, Украина, цветные революции и все остальное. Друзья, все было запрограммировано задолго. И противостоять этому у Украины не было ни сил, ни желания, и кратковременность власти, да? У России, Россия попала в этот сценарий. Мы все попали. И вот глубина замысла, я вот 10 раз говорил, снимаю шляпу перед Великобританией за вот это иезуитство, да, за эту комбинаторику, за игру на 8 досках одновременно, за Залужного там, да, за управление Зеленским Ермаком, за Артема, который там находится. Как этого... У вас часто в эфире бывает. Дмитрук, депутат бывший Артем речник. Дмитрук. Какой бывший речник? Арестович. Арестович, да, Артем. тоже дает в Великобритании интервью. Друзья, вот люди играют на куче досок. Вот они понимают, как играть. Потому что они всю жизнь управляют колониями, они всю жизнь живут за счет пиратства. Они в этом имеют огромный опыт. Мы, к сожалению,
или к счастью. В этом опыта не имеем. Да? Мы в другом сильны. Поэтому нам надо прекращать войну, восстанавливать отношения. Дальше расскажу. Дальше расскажу. Давайте уже в следующем году, когда будем понимать, что мы приближаемся к миру, когда действительно появится дискуссия, что делать дальше. Так, значит, у нас есть такие вопросы. Интересные, технические, но интересные. Значит, здравствуйте. Логотип форум онлайн выглядит как шестиконечная звезда. Почему именно 6, не 7, не 9, а именно 6? Я не очень верю в конспирологию, но символы правят миром. Можете объяснить развернуто? Если вы очень хотите, мы перерисуем. Не знаю, дизайнеры рисовали, причем мне понравилось. Я вам еще скажу, он другой символ напоминает. Я потом, когда увидел, но уже было поздно менять. Друзья, важна не форма, важна суть. Смотрите, вынесем и этот вопрос. Пожалуйста, есть мой бот, есть Telegram, есть какие-то мысли, как поменять логотип. Присылайте, хотите конкурс даже объявим. Друзья, важно не это. Важно тот механизм, который мы в него заложили. Те алгоритмы, да, та справедливость, та основа демократии, которая должна быть. Механизмы, которые в нем есть, позволят, еще раз, управлять вам. Понятно, не всеми процессами, не все можно доверить, не все можно разрешить, но даже дискуссию где-то вести надо. Плюс массу возможностей, которые мы в нее заложили, еще расскажу в следующем году. Да, значит, вопрос, почему на блокчейне эфириума? Может ли в будущем это поменяться? Ведь, вспоминая форк эфира, можно задуматься, а насколько это лучший вариант серый? Ну, это такой технический вопрос, да. Друзья, я математик, я экономист, я юрист. У меня есть очень профессиональная команда. Я вас скоро с ними обязательно познакомлю. Вы с ними сейчас общаетесь в Дискорде, да? Ребята с хорошим образованием, кто-то даже в Великобритании учились, не поверите. Но так сложилось, да? Но тем не менее, они сказали, что это самая лучшая система, да? Операционная система, в которой это можно написать. Самое главное, она защищенная, у нее нет изъянов, да? Мы делали тестовый режим, планировали сделать его месяц, сделали 2. Для того, чтобы все попробовали, да, провести краш-тест, разломать, поломать, доказать, что это как-то не так работает, или, как меня обвиняли, воруют ваши данные, или служба безопасности узнает. Но если вы заметили, да, ничего подобного не произошло, и никто никаких доказательств не выложил. Друзья, защищенная, полностью безопасная, с невозможно подделать результат, украсть ваши данные и так далее. Я уверен в правильности, в вашей защищенности, а главное, я верю, что это станет механизмом справедливого управления. И он будет, поверьте мне, востребован не только в нашей стране. Просто это будет хороший, яркий пример. Да, что с коллегами канала наш, Назаров и так далее. На ютубе канала было много роликов прошлых лет, где сейчас, где есть ваши старые, но очень актуальное видео. Можно ли их вернуть? Даже перезалив старых был бы полезен для старых и новых зрителей. Давайте я не буду называть фамилии, но часть сотрудников завладела моими YouTube-каналами, да, которые принадлежали и были оформлены на мою супругу, получили к ним коды доступа, предоставили их в СБУ, удалили все старые данные, и некоторое время даже выходили на них, переименовав эти каналы, я уже не помню, как они назывались, «Вышка», «Да, это так» и так далее. Я думаю, я достаточно сказал. Так, значит, смотрим, собственно, на чат. Передай привет. Так, давайте передавать привет, конечно. Передаем привет Евгению. Так, получается, с Запада была программа «Максимум» с помощью Украины развалить Россию и в процессе стереть, уничтожить Украину, а программа «Минимум» уничтожить Украину и этим ослабить Россию. Такой план? Абсолютно верно. Смотрите, мы вместе были бы страной в 200 миллионов. Страной, которая на самом деле, кому мы только в мире не наваляли, ну давайте откровенно, будучи Российской империей, Советским Союзом, а сейчас валяем друг другу. Причем за это щедро платят остальные, не подключаясь, не теряя ни одной жизни солдат. Я не беру во внимание там инструкторов или каких-то наемников, но ведь это же мечта. И теперь представьте, да, нам все равно, мы рано или поздно, поверьте, нормализуем отношения. Рано или поздно заживут эти раны. Они болезненные, я понимаю. Я понимаю, я не идиот. Я понимаю, что пострадали люди с одной и со второй стороны. И понимаю, что это сейчас сложно
простить, но надо понять, почему это произошло. Надо понять, кто на самом деле виноват, кто какие цели преследовал. Я почему трачу время и так долго это говорю, и с Лазаревым Александром было такое нудное, длинное интервью. Дослушайте его до конца. Там от начала до конца разложены причины, почему, что стало настоящими первопричинами нашего конфликта, у кого были какие цели и чего от нас хотели. И да, мы попали во все капканы, в которые только могли попасть. Да, по недоумию, да, потому что каждый строил свое королевство, да, потому что, еще раз говорю, план был длиннее, чем каденция любого президента, который правил в России и в Украине. Поэтому было столько маячков, сформировано гражданское общество. Вы думаете, его не было в России? Вспомните, при Ельцине в каждом кабинете сидело по иностранному советнику, НКО, Навальный и все остальные. Да, но они нашли в себе силы, они приняли закон об иноагентах, причем это изобретение не России. Этот закон первый был принят в Соединенных Штатах Америки. Но когда Янукович его попытался принять в Украине, сразу, вы помните, да, законы 11 сентября и понесли сандали Митю. Друзья мои, они строили внутренние механизмы, строили их десятилетиями, растили поколения, когда конфликт уже стал неизбежным. Только нам сейчас надо об этом трезво поговорить. И для этого тоже нужно переходное правительство. Сейчас запрещено об этом говорить. Сейчас, если вы об этом будете говорить, будет вылазить какой-нибудь козел с оружием, да? Фамилия какая классная, просто вот внутреннее содержание отражает. И рассказывать вам, какой вы предатель или пятая колонна. Кстати, ему бы выучить. Кстати, я написал пост. Вы знаете, что означает пятая колонна? Зайдите в Телеграм, подпишитесь, прочитайте. Я подробно объяснил, что это. Вот Да. как раз Зеленский и Ермак – это пятая колонна. Тем, кто им прислуживает, это пятая колонна. Это сотрудники иностранных государств, которые действуют у нас в стране в интересах этих самых государств. В частности, в интересах Великобритании. Да, спасибо, что пишете и комментируете. Вот здесь постоянный спонсор канала пишет, что Китай – это стратегическая цель для США. Ослабление России рассматривалось как тактический шаг. Обескровив Москву, США надеялись изолировать Китай и подорвать евразийское партнерство. Это тоже как бы вписывается в вот эту логику, да, противостояний. Как зовут человека? Противостояний двух. Да, сейчас Сандра Ян пишет, да. Александра? Сандра Ян. Сандра, умная Сандра. Все правильно. Да, друзья. Все правильно. Просто смотрите, контролировать морские поставки энергоресурсов в Китай может флот США. Если вы помните, перед войной в Украине был сформирован такой союз АУКИС, он назывался. Это Австралия, Великобритания, Соединенные Штаты. И их флот может купировать любые поставки морем нефти и газа из Ирана и Венесуэлы. Единственное, что они не могут контролировать, это газопроводы, в том числе и «Сила Сибири», о строительстве второй ветки которой недавно договорился с Си Цзиньпинем Путин. Поэтому, конечно, нужно было взять под контроль российскую власть, управление Россией, ее месторождениями, и, соответственно, дальше диктовать ценообразование и Европы, и Китаю. Это была цель Соединенных Штатов. Не получилось, но деньги потрачены. С кого их теперь можно получить? С России не получится, с Китая тоже. Значит, получат с Европы. Логично. Значит, вот такой вопрос. Александр, Зеленский победит на онлайн-выборах. И что дальше? Как вы будете реализовывать свои планы? У Зеленского другие планы. Получается, победил, и все, победителей не судят. Не доживет. Угу. Тогда вдогонку, как вам кажется, Евгений, чем зацепили Зеленского? Деньгами, компроматом? Много раз говорил, в 2021 году выложили, когда... Вот смотрите, все же симптоматично, и они действуют по одной кальке. Вот смотрите, сейчас, когда Зеленский что-то не делает, новые пленки Мидаса, да, про Миндича, про всех его, да, все окружение. А тогда, в 2020 году, когда дернули Зеленского и Ермака в Ми-6, это военная разведка Великобритании. Вот как вы думаете, по чину было Зеленскому идти или нет? Конечно, не по чину. Он бы сказал: слышь ты, Мур, ты кто такой? Я президент страны, а ты начальник главного управления разведки, условно, да? Не пойду, не по чину, я могу пойти к Чарльзу Третьему, тогда была Елизавета, да, или там к Борису Джонсону, а к тебе не по чину, но пошел. Почему? Потому что объяснили, какие есть материалы. А материалы потом в 2021 году опубликовали, когда Зеленский
не готов был к войне, да, и пытался петлять минские, не минские соглашения. Был такой скандал, назывался Pandora's Papers, когда опубликовали, что 41 миллион долларов через Приватбанк, через структуры Зеленского были выведены в офшоры. То есть Игорь Валерьевич Коломойский. Вы помните, что донационализировали 5 миллиардов долларов Приватбанк, когда он был национализирован? Что такое докапитализировали 5 миллиардов? Это означает, что там была дыра. Да? Вот эти деньги каким-то образом выводились. Вы как вкладчики их приносили, а их через аффилированные структуры выводили в офшоры. Образовалась дырка, которую потом из ваших же налогов доложили. Ну, кстати, уголовного дела по Приватбанку нету, да, почему-то. И по Зеленскому нет. Вот странно. Зеленский президент, поэтому, наверное, и нет уголовного дела именно по Приватбанку и его докапитализации. Но неважно, он там был участником, и Великобритания ему показала. И я думаю, что 141 миллион, это, знаете, питчинг, тизер, как там принято у кинематографистов, да, это затравочка. Ему только показали, что есть. И я думаю, там гораздо больше всего интересного. Поэтому он пошел выполнять. Он понимал, что дальше вариантов не будет. Плюс дали ему возможности на большой стройке немножко прикурить, купить квартиру на Бейкер-стрит. Это что же все не секрет? И я думаю, что все его деньги где-то на Виргильских островах, да, и эти все офшоры тщательно администрируются, и, соответственно, гарантии безопасности ему эта же страна и предоставила. А, соответственно, он выполняет все то, что и говорят. И поэтому, несмотря сейчас на мнение Трампа, да, он все время оглядывается на Великобританию и летает в Великобританию согласовать, в том числе и эти пункты, потому что субъектности у него ноль. Все знают, что он еле-еле поц, а не президент нашей страны. Да, друзья, давайте очень коротко, потому что вопрос такой специфический, но сейчас в последнее время поднимается. Разделяете идею о том, что спасение украинцев лежит, ну я не буду тут, в общем, в других подходах к еврейскому вопросу? Я не верю в Третий Иерусалим. Но, во-первых, надо понимать, чего хочет Хаббат, да, и где третий храм должен быть построен. На его месте стоит Алякса, и это все в Иерусалиме, друзья. Поэтому каганаты, все эти разговоры. Смотрите, у нас всегда «бей евреев, спасай Россию», да, если вы помните известную формулу. Да. Потом то же самое было в Польше, везде во время Холокоста. Влияют ли они на процессы? Влияют. Есть специальные фонды, которые, по сути, формируют власть Соединенных Штатов Америки. Да, они одновременно финансируют и республиканцев, и демократов. И если посмотреть на власть в Украине, ну да, как-то не сильно православные люди у нас управляют. Хотя, если вы знаете, когда принимают присягу принимают и на Конституции, и на Евангелии. Как неправославный человек может давать клятву на Евангелие, наверное, нашим отцам-основателям и в голову не могло прийти. Но, тем не менее, так случилось. Но вешать все на них, друзья мои, ну, с собой я надо думаю, что разобраться, это да. гораздо более глобальные процессы. Мы все не разделяем, да, их поведение в мире, особенно в Газе. Но, поверьте, у этого, у всего, знаете, есть третий закон Ньютона. Сила действия равна силе противодействия. И пружина сжимается до поры, рано или поздно распрямляется, причем очень болезненно. А если посмотреть глубже и почитать религиозные, да, книги, то вы поймете, что скоро будет война православных мусульман против войск Антихриста. Почитайте. Там очень интересно. Не хочу сейчас углубляться, чтобы вы не понимали, кто основатель и кто будет поддерживать Антихриста, да, в войне с нами. Да, друзья, всем большое спасибо, что побывали на нашем стриме и на канале Александр Шелест и Евгений Мураев. Евгений Владимирович, спасибо большое за время и мысли. И с наступающим. Спасибо, с наступающим Новым годом. Друзья, берегите себя, всем добра и света. Увидимся обязательно.